Всем добрый день, меня зовут Дмитрий Саватеев, я организатор вот этой вот прекрасной выставки. И основная наша миссия – это соединять продавцов и покупателей. Кстати говоря, мы всегда делаем выставки в лучших отелях города. И вот, например, сегодня мы проводим выставку в Риксосе. А это лучший отель города, ну, по моему мнению, конечно. МИПИФ вообще перевернул мою жизнь на до и после. Это собрание лучших экспертов рынка зарубежной недвижимости. Организаторы просто супер. Они подготовили не просто самые лучшие локации для выставок по зарубежной недвижимости. Они организовали действительно целевую аудиторию, которая приезжает действительно за теми предложениями, которые у нас есть. Мы находимся в Португалии, мы абсолютно португальская, на 100% компания, и работаем по всей стране. У нас есть офисы на севере Португалии, на юге Португалии. Очень скоро откроется новый офис в центре Лиссабона. Занимаемся риэлторской деятельностью и вопросами релокации, золотой визы, других видов ВНЖ. По сути, золотая виза – это народное название. На самом деле, это программа, которая дает право на вид на жительство за инвестиционную деятельность. То есть есть разные виды инвестиций. Можно инвестировать в недвижимость, можно в бизнес, можно инвестировать в компании. И, конечно, большинство людей выбирает недвижимость, около 95%, потому что это что-то такое, что можно пощупать, то есть можно понять, более понятная инвестиция для людей, чем, например, венчурный фонд или инвестиция в португальскую компанию. Что касается инвестиций, обычно выбирают не самые дорогие программы. У нас их всего 4. 280 тысяч евро, 350 тысяч евро, 400 тысяч и 500 тысяч. Абсолютное большинство наших клиентов выбирают 280 либо 350 тысяч, но есть и такие, которые предпочитают инвестировать больше, но и зато с большей доходностью и с большей ликвидностью. В то время, когда происходит уже продажа квартиры, которая находится в Российской Федерации или в Казахстане, клиент приезжает к нам, и мы им помогаем с покупкой недвижимости в Испании. Также можно рассматривать другие регионы, с которыми мы работаем. Это Кипр, это Мексика, это остров Бали, Индонезия. Мы делаем сопровождение полностью юридическое, мы открываем счет в банке, мы получаем налоговый номер, мы клиента сопровождаем за ручку на каждом этапе до получения ключей, и даже не просто получения ключей, а у нас еще есть сервис постгарантийное обслуживание в течение 1 года, потому что возникает очень много вопросов, которые связаны с недвижимостью, управлением недвижимостью и так далее. Поставить мебель, например, завести там еще что-то, встретить людей. То есть мы это тоже помогаем в рамках нашего сервиса бесплатно. Наша компания является турецкой компанией со статусом застройщика и самым высоким уровнем сертификата риэлтора 5-й уровень. Соответственно, мы можем предоставлять услуги на разном рынке, да, это и земельные участки, и апартаменты, и готовое жилье. Но основная наша услуга – это инвестиции в строящиеся проекты Алании. Именно здесь мы нашим клиентам помогаем зарабатывать деньги, либо очень выгодно приобретать недвижимость на раннем этапе строительства. Самый большой плюс, который мы предлагаем нашим инвесторам, это вложение в квартиру не обязательно 100%. То есть перепродавать можно с 50% взносом. Именно здесь мы удваиваем прибыль нашим клиентам. А смогли бы продавать квартиры на Марсе? Да. И на Луне могу. Там их нет. Но мы организуем. Построим. Построим и будем продавать. Выставки организуем. Лунный МИПИФ. В Черногории и открыть ВНЖ, на наш взгляд, это самое простое решение из всех европейских стран. ВНЖ для россиян открывается либо по работе, они открывают фирму, становятся ее директором, сами себя назначают на работу. И второй вариант – это через владение недвижимости. Они приезжают и покупают любую недвижимость, где можно проживать. Это либо квартира, либо дом. Например, в нашем комплексе «Эмираль». Вокруг нас находится 2-3-этажная застройка частных домов, вилл, 1,5 гектара земли. Через нас не проходит никакой трафик, ни автомобилей, ни пешеходов. То есть это такая закрытая зона, где даже не нужно делать заборы. Наша компания находится в городе Стамбул.
и мы предоставляем недвижимость в 2 городах, в городе Стамбуле и в городе Измире. Также мы сопровождаем все наши сделки с нашими юристами и предоставляем программу гражданства для всех наших инвесторов. Сейчас достаточно несложно получить турецкое гражданство. Это всего лишь инвестиции $400 000, в основном в стамбульскую недвижимость, либо в коммерческую недвижимость. Также есть варианты инвестирования в девелоперские проекты, что тоже позволяет нам, соответственно, интегрироваться в турецкую экономику и получить турецкое гражданство. Также вид на жительство. Да, тоже все очень легко. Покупаем квартиру стоимостью не менее $75 000 по оценке и получаем вид на жительство. Разумеется, также у нас есть и строительная компания своя собственная. С этого все и началось. Это Акдениз Касапулу, очень большая компания, которая, собственно, владеет большей частью Нортика. И мы строим по Алании сейчас, в планах выходить на Стамбул. 45 лет уже строительной экспертизы. Наша компания занимается полным юридическим сопровождением социально-экономической интеграции иностранцев в Испании. Мы сопровождаем клиента от А до Я, с момента въезда в Испанию и заранее, до приезда. Мы прокладываем дорожную карту для человека, для того, чтобы он мог купить себе недвижимость, сделать релокацию бизнеса, получить ВНЖ, устроить детей в школу, интегрироваться в Испанию. Где постригся сегодня утром? Чоп-чоп. Это название салона или прически? И то, и то. Смотри, например, приходит клиент, он хочет купить квартиру. Он приходит к застройщику. Застройщик ему дает прайс-лист и говорит, вот эта квартира стоит столько. Хорошо, я покупаю. Он бронирует квартиру, на этом весь функционал заканчивается. Если клиент приходит к нам, он покупает по той же цене, по прайс-листу застройщика. А мы помимо этого оказываем еще дополнительные услуги. Мы делаем сопровождение полностью юридическое, мы открываем счет в банке, мы получаем налоговый номер, мы клиента сопровождаем за ручку на каждом этапе до получения ключей, и даже не просто получения ключей, а у нас еще есть сервис постгарантийное обслуживание в течение 1 года, потому что возникает очень много вопросов, которые связаны с недвижимостью, управлением недвижимостью и так далее. Поставить мебель, например, завести там еще что-то, встретить людей. То есть мы это тоже помогаем в рамках нашего сервиса бесплатно. Новый вопрос. Сколько ты тратишь? $1 000 000 в месяц. Так сколько же ты зарабатываешь? Любой вид на жительство в Португалии дает право на работу, дает право на открытие бизнеса, на учебу и даже дает право, что касается золотой визы, ничего не делать. То есть человек может просто приехать в страну и жить, или может заниматься всем, что, собственно говоря, ему захочется. Это инвестиционная виза. То есть инвесторов у нас любят. Если человек инвестирует в экономику Португалии через любую форму инвестиций, у него есть практически все права, что и у португальцев, кроме права голосовать. Мы всегда в стороне от каких-то больших потрясений. То есть Португалия, как многие знают, не участвовала активно во Второй мировой войне. Сейчас есть вооруженные конфликты, все о них знают, люди бегут от войны, бегут они практически в Европу, в европейские страны, но до нас доходит практически только эхо. У нас есть иммигранты, у нас есть те иммигранты, которые приехали в Португалию работать. Я считаю, что вот именно географическое положение Португалии, оно действительно является очень положительным фактором. Вы с Люси все время вместе. Как ты с ней познакомился? Я думала, как ты ее терпишь. Так, подождите, переигрываем. Это вырезаем. А ты с Люси все время вместе. Тебе не надоело? Нет, ей не знаю, надо у него спросить. Я предлагаю, если вы хотите инвестировать, то в первую очередь думать о доходности. Да, то есть если вы хотите произвести хорошую инвестицию, заработать в евро, получать пассивный доход, я предлагаю приезжать в Аланию. Также я предлагаю посмотреть Стамбул на коммерческую недвижимость, это тоже будет очень хороший доход. Ну и с точки зрения, если вы просто хотите выбрать себе дом, то в первую очередь советую выбирать сердцем, но больше смотреть в сторону Алании. Все-таки она более уютная для этого. Испания – это одна из самых стабильных стран,
Касаемо юридической стабильности, это страна с прекрасным климатом, у нас очень низкий уровень преступности. Испания находится в списках ООН на 18 месте по уровню преступности, опережает многие европейские страны. Если мы посмотрим на статистику по зарубежным порталам, мы увидим, что Турция на первых строчках. Мы увидим, что в Турции сегодня самый большой рост цен. Деньги текут в Аланию, потому что мы можем посмотреть ту же статистику, как распределяются сделки по недвижимости в разных городах. Больше всего покупок в Алании, 47% по итогам второго квартала 2022 года. Поэтому, дорогие инвесторы, деньги текут в Аланию. И наш основатель компании Global Estate Александра Костенко разработала вот эту классную стратегию краткосрочную на инвестирование в строящихся проектах, поэтому это Global Estate. Да, действительно, у нас появились новые направления, и мы активно развиваемся и открываем еще новые и новые направления. В перспективе даже, вот так скажу, открытие Майами. Вот. Поэтому, если есть заявки, предварительно мы собираем с клиентов заявки, чтобы посмотреть вообще, и оценить спрос. Когда меня спрашивают, а какой город самый лучший для жизни, я говорю мой город. Я живу в пригороде Порту, Вила-Нова-де-Гая, но я понимаю, что это очень субъективно. Для кого-то жить не в столице – это кошмар. Для кого-то жить вообще в городе – это кошмар. То есть люди совершенно разные, и у них разные понятия о том, чего они хотят. То есть самое главное, что мы пытаемся определить, когда клиент к нам приходит, это определить его цель. То есть в чем он нуждается, какой у него стиль жизни, где он хотел бы жить. А потом мы подбираем недвижимость под конкретно вот этого человека. Стараемся делать так, чтобы наши экспоненты получали максимально мотивированных, крутых посетителей, а наши посетители получали самых лучших экспертов, тех, которых именно они хотят, потому что мы знаем, что они хотят. То есть мы выстраиваем деловую программу и список участников уже в зависимости от потребностей каждого региона и каждой страны.